Итак, продолжаем второй сезон сериала про сведения. Ура, товарищи! Мы с вами сделали спектральный баланс, мы с вами сделали музыкальный баланс, мы отредактировали вокал, выбрали дубли, и теперь настало время пространства. Когда я начинаю микс, я всегда стараюсь найти партии, которые позволят мне создать дальний план. Что у нас здесь? Если вы помните по аранжировке, кроме ритм-секции баса, здесь у нас акустические гитары, две партии, две драйвовых гитары, одна гитара сольная, и по вокалу есть ответы и есть бэк-вокал вертикаль. И, соответственно, есть сольный вокал опевания. Ну вот опевание и драйвовая гитара, они претенденты на дальний план, но они появляются у нас не везде. А теперь как нам разделить ответы и вертикальный бэк-вокал? Ну вот у меня есть такая идея, что мы сделаем ответы очень близко, прямо ближе, чем лид-вокал. А бэк-вокал вертикальный, он будет сзади лид-вокала, он будет сзади его как бы чуть-чуть поддерживать. И пространство для вокала. По вокалу, во-первых, хочется, чтобы куплет и припев звучали в разных пространствах. Да? Куплет, чтобы был очень близко, а там, где мы улетим, вот там он уже раскрывался и улетал. Первое, что я сделаю, это я возьму дорожку дилея, поставлю монодилей. Ну, я это уже сделал. У меня стоит монодилей с эквализацией, со срезанным верхом, поднятой верхней серединой. И, соответственно, монодилей достаточно короткий, потому что он у нас 1/8. И теперь я сделаю такой фокус. Монодилей я отключу вообще от общей шины. Она не будет уходить никуда. Но сенс дилея у нас пойдет на реверб. Первый реверб у нас будет не очень длинный холл, ну 1,35 секунды. И на него у нас будет уходить дилей. Плюс прямой сигнал мы тоже подадим на реверб с дорожки вокала. Значит, это вот плагины, которые мы в прошлый раз с вами сделали. Итак, send на дилей и send на plate. Итак, попробуем куплетный вокал сделать. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я, на радуге рассвет встречаем. Ты и я, нас на свете нет ничего. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Итак, у нас сенд на дилей и сенд на реверб. И с дилея у нас идет сенд, опять же, на тот же реверб. Это вот здесь у нас. И на реверб. И сейчас мы как бы слышим хвост дилея в ревербе, но при этом как бы самого дилея нет. Но можно попробовать включить его и попробовать, может быть, что-нибудь еще с ним сделать. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я, на радуге рассвет встречаем. Ты... Ну, так как-то немножко грубовато звучит. Но, с другой стороны, мы можем сделать меньше прямого сигнала, и тогда у нас все получится. Тогда вот здесь мы сделаем вот так. Префейдер. И теперь попробуем прибрать прямой сигнал. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я.
Ну вот пусть он так и будет пока. Ты и я. Теперь припевный. А в припеве мы переходим на плейт. У нас вот здесь стоит плейт на дорожке. Для того, чтобы уплотнить плейт, ну, во-первых, я поставил эквалайзер и отрезал низ, чтобы у нас не было реверберации в нижней части хвоста. Это от 400 Гц. А еще я поставил два компрессора. Первый компрессор с быстрой атакой и быстрым релизом. И это дает возможность уплотнить хвост реверба. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой. Но для того, чтобы еще отдалить, я попробую сейчас немножко увеличить сенд на дорожке лид-вокала. Сенд на плейт. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с... Теперь чуть-чуть поправим алгоритм плейт. На мой взгляд, для такой полетности не хватает немножко верха на нем. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Мы с тобой мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. И посмотрим теперь, как у нас меняется пространство от куплета к припеву, потому что у меня прописана автоматика на сенды, на дилей и на плейт. Сейчас я это покажу. Вот здесь меняется сенд 1 на сенд 2. То есть здесь у нас дилей с ревербом, а здесь у нас плейт. И я навсегда буду лишь твоим. Улетим мы с тобой до рассвета. Ну и послушаем это в общем миксе. И я навсегда лишь твоим. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. В первом приближении подойдет. Пусть будет так. Теперь нам нужно разделить ответы и бэк-вокал вертикаль. Ответы у меня стоят вот на... Бэк-вокал у меня стоит вот на этой группе, и он у нас будет чуть дальше, чем лид-вокал. Поэтому на дорожке бэк-вокала они разведены достаточно широко. Посмотрите, как панорамирование сделано. Верхние голоса в центре, средние чуть пошире и нижние более широко. И есть еще один голос, четвертый средний. И это самый нижний. Самый нижний у нас шире всех. Но панораму я сужу вот здесь. Я поставлю комбинированный панер и сужу эту панораму довольно сильно. Они у нас не будут широкими. Теперь по обработке бэк-вокала. Значит, на них у нас будет EQ. Тоже с эффектом отдаления. Значит, у нас будет срез по низам, срез в нижней середине на минус 7 с добротностью 4. И срез по верху. Срез по верху шелфом довольно-таки плавненько, где-то от 3-4 кГц. Вот смотрите, теперь вот они без эквализации. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. Теперь сенд делаем на дилей и на реверб, для того, чтобы их отдалить, переместить в дальний план.
Reverb plate я имею в виду. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. В целом, возможно, это будет грязновато, но на финальном миксе, это в следующем видео, мы это поправим. Навсегда улетим. Возможно, здесь понадобится еще диэсер на буковке S, а возможно и нет, потому что они достаточно отдалены. Теперь как мы сделаем ответы? А вот ответы мы сделаем контрастно по отношению к бэк-вокалу, который поет в вертикали. Здесь мы сделаем наоборот. Мы их сделаем очень широко, мы сделаем на них эквализацию без среза по верхам. И тоже срезом в нижней середине. Но вверх мы на них резать не будем. Теперь они будут звучать вот так. Добротность 4. Ты и я. А теперь мы их еще приблизим. Для этого я поставлю компрессию с быстрой атакой, с медленной атакой. Похожую, как мы делали на лид-вокал, для того, чтобы выделить согласные, и тогда они будут звучать острее, и они будут ближе. Ты и я. Ты и я. Ты и я. Ты и я. Земли. Вот, очень хороший момент. Смотрите, как на «ха» будет влиять медленная атака. И обрабатываем мы не каждую дорожку отдельно, а все дорожки вместе. Слушаем. Сейчас я подниму мейкап достаточно сильно, чтобы вам было слышно. Слышите? «Ха» толчок стал ярче. То есть стало все более ярко выражено. «Ты» и «ха» стало ярче, как будто вокалист толкал сильнее. Но теперь мы вернемся к нормальным человеческим значениям, так, чтобы это было естественно звучало. Всегда компрессия делается до естественного положения. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Вот. Теперь надо на верхние голоса сделать чуть потише, а нижние, наоборот, погромче. Тогда вертикаль будет звучать более ровно. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Нет, этот у нас нулем будет идти. Ты и я. Земли. Этот плюс 2. Я. Земли. Этот голос дублируется. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Вот. А по обработке мы на них оставим только дилей, которые у нас, собственно, и есть. То есть они будут в том же плане, где и основной вокал. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я. Земли. Ты и я.
от земли. А слез от земли. Нам голову скружи, улети с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Улети. Мы с тобой наше лето. Мы с Вот в этой партии я вот эти ответы отключу, чтобы они были только в верхней партии. Тогда у нас это будет контрастировать одно пространство с другим. Улети, улети, улети с тобой в наше лето. Ты и я а больше никого на свете. Ты и я, ты и я, ты и я, ты и я. Тот же голос дублируется. Значит, не нужен. А здесь? Ты и я, ты и я, ты и я. Ну, этот повыше. Ну, пусть будет, но мы его сделаем тихонечко. Ты и я, А больше никого на свете. Ты и я. Тихо плещется прибой. Ты и я. Люблю глаза. Ты и я. Мы тонем в зеркале небесном. ты и я, а слез от земли. Ну и сюда точно нам понадобится дессер, потому что мы выделили атаки. И теперь это стало прямо слишком нарочито. Мы тонем в зеркале небесном. Ты и я, а слез от земли. Ты и я. Мгм. Теперь попробуем ответы вот эти разместить тоже где-то в пространстве. Но, скорее всего, они будут в дальнем плане. Значит, дальний план — это у нас send на plate. Ну и на дилей в том числе, да? Но на дилей в меньшей степени. Свете нежно. Вот, и дилей его прекрасно отдаляет, и я наоборот сказал, да, я сказал, что мы в меньшей степени на плейт и в большей степени на дилей, но дилей так, чтобы он был не очевиден. В соло мы его будем слышать, а вот когда уже включим весь микс, то мы его не должны слышать. Ну и, соответственно, на нем должна быть эквализация, поскольку это дальний план, аналогичная дальнему плану. Вот сказал. Аналогичная дальнему плану, который мы делали для бэк-вокала и для припевного вокала.
Ну и посмотрим дальний план для гитары. Но теперь на ней очень много низа на этой гитаре. Нет, для гитары мы сделаем другой дилей. И, возможно, мы этот дилей используем еще и потом. И улетим мы с тобой до рассвета, и высота. И улетим мы с тобой до рассвета, и высота. Голову скружи. И улетим мы с тобой до рассвета, и высота. Нам голову скружи. Улетим с тобой. План получается очень мусорным у нас сейчас. Поэтому я сейчас поставлю сайдчейн компрессию на плейт, для того, чтобы плейт не так сильно мешал лид-вокалу. Лид-вокалу и вокалу вообще, в принципе, в припеве. Ну вот основные планы мы обозначили, сейчас они звучат грязно и мусорно, но теперь нам нужно сделать final mix и выстроить точно-точно уровни. После этого мы скорректируем еще раз все ближние и дальние планы для того, чтобы не было столько грязи и столько мусора, как сейчас. Пока сейчас это все трудно сказать. Возможно, мне понадобится еще другой дилей на гитару, и опевание, наверное, тоже есть смысл перенести в большей части в ближний план, кроме самой последней части, чтобы оно все звучало и читалось гораздо лучше. Итак, в следующий понедельник у нас Final Mix второго сезона. Пока!